Вот, да скоро вообще в лифчике выйдет. Да, выйду. Финал Линца, полуфинал Мадрида и очень крепкий, классный турнир в Риме. Я горжусь собой безумно. Это новая такая Анастасия Потапова. И включается режим убийцы такой. Что она выиграла для России? Скатертью и дорожка. Мы можем улыбнуться и желать добра, любви и счастья. Друзья, всем привет! Настал долгожданный момент. Мы встретились с Настей Потаповой. Пытались это делать после Австралии, пытались это сделать после турнира в Мадриде. Делаем это перед Ролан-Гаррос. Настя, хороший знак, мне кажется. Неплохой тайминг, я считаю. Да. Ты у нас добралась до Ролан-Гаррос, до Парижа, Да. только вот заселилась в отель, прекрасно выглядишь. Расскажи, Спасибо. пожалуйста, как прошли твои дни до Ролан-Гаррос? Фантастический отрезок сезона, грунтовый, мы про это еще поговорим. Успела ли ты немножко выдохнуть, подготовиться и с новыми силами, так сказать, в бой? На самом деле, наконец-то успела. Но, опять же, скорее всего, сейчас я впервые в карьере нахожусь, в фазе, когда я настолько рада, что все складывается, и что я наконец-то вошла в кураж, что я наконец-то начала хорошо играть, как и хотела. Вот, и нету желания останавливаться. И на самом деле, когда я вернулась с Рима, я всего лишь отдохнула 1 день и приступила к подготовке к Ролан-Гарросу. Ну, давай, Добровольно. чтобы мы не были голословными, как ты играла, да, вот последние твои турниры. У нас финал Линца, полуфинал Мадрида и очень крепкий, классный турнир в Риме. То есть это прям подряд. Да, много матчей. Было много матчей, очень, да. Более того, Мадрид, ты попала в основу как lucky loser, проиграв в квалификации, все равно попала в основу из-за того, что Мэдисон Кис снялась. В Риме ты прошла квал после полуфинала Мадрида. Это Я вернулась в Рим, чтобы доказать, что я могу пройти квал. вот расскажи мне, что это за история, когда, ну, простите, я как бы была немножко удивлена, когда я нашла твою фамилию в списке квалификаций, как-то, ну, знаешь, вот не мэчилось. У меня Как и все, да. вот, 2 поинта у меня были в Мадриде, и я немножко обалдела, по-другому не сказать, когда поняла, что Григор Димитров выпал из топ-100, Циципас там из топ-80, а Потапова у нас, извините, квалификацию проходит. На грани тоже вылеты из топ-100 до Линца. Вот То есть, каково это с корабля, так сказать, не на бал, а еще на другой корабль перебираться? на самом деле, когда ты играешь матчи и подряд ты не думаешь о всех остальных как бы вещах, ты просто думаешь о каждом матче. И для меня в тот момент, и на самом деле и сейчас, абсолютно неважно, играю я квал, основу, мастерс, фьючерс, то есть нету такого, а, такой зазнавшись говорить, что квал для лохов. Я считаю, что это не для лохов. Я считаю, что это это болото свое, как бы скажем так, но если ты сможешь через это пройти, то вознаграждение будет приятным. А что оно, вот сейчас вот это вознаграждение, оно какое для тебя? Опиши его. Ну, я считаю, что в целом то, что я сделала, я правда могу это сказать, я горжусь собой безумно. То, что месяц назад у меня стоял вопрос, чтобы играть квал на Ролан-Гарросе. То есть, если бы я бы не выиграла бы матч в Линце, что, в принципе, этому ничего не предвещало, потому что я была не в супер форме, да, как бы я отыграла начало этого года не супер удачно, может быть, Australian Open был более и менее хороший, да, я отыграла, я выиграла 2 матча в основе и проиграла на тайбрейках Арине, что, в принципе, уже показывает, что уровень есть. Но были проблемы его как бы удержать, потому что
после этого я проиграла все. Я проиграла Клюш, Дубай, Индиан Wells. То есть, всё на самом деле было ужасно. И, в Линц я ехала с пониманием того, что если я сейчас не возьму себя в руки, то придется играть квал на Ролан-Гарросе. А получилось так, что теперь я сейная на Ролан-Гарросе. И это все произошло не за год, а за месяц. И я считаю, что, ну, для меня это правда очень круто. Я горжусь собой, своей командой, и то, что я даже об этом не думала, еще раз скажу. То есть для меня была цель не попасть в квал на Ролан-Гарросе, а какой я зайду в основу, хоть последний, мне было все равно. И, естественно, не было мыслей. Вот у меня задача посеяться на Ролан-Гаррос. Какая? Тут бы в основу зайти, а тут так вышло. А в чем проблема была? Я помню, что в Австралии, в Мельбурне у тебя играл вообще со сломанным пальцем, Я но играла все начало года со сломанным пальцем. К сожалению, да, так получилось, то, что в Аделаиде, я сломала палец, во втором матче. На матче. Вот. И да, хоть это было и на левой руке, и указательный палец, и, возможно, он не настолько важный в теннисе, и, я осознавала, что все равно есть возможность играть даже со сломанным пальцем. А, Конечно, надо было адаптировать удар слева, а как все знают, что мой удар слева — это, в принципе, тот удар, что и приносит мне выигранные очки в основном. Это мое оружие. И когда ты адаптируешь его из-за сломанного пальца, он уже, становится, неполноценным, сам удар. И пришлось как бы играть, да, вот так вот, но у меня было абсолютное желание не останавливаться, потому что я не могла представить у себя в голове, если я закончила в том году рано сезон, я закончила его в Пекине, и не играть с Пекина, ладно, месяц был отличный, потому что я отдыхала и ездила по теплым странам, но потом это было 2 месяца, где мы готовились, да, и я не могла себе просто представить в голове, что после двух месяцев работы я вот так вот приехала в Австралию, на второй неделе ломаю палец, и, как мне сказали доктора тогда, что это займет 7-8 недель, потому что я сломала сильно палец. Это был не то, что там была какая-то трещина, это был перелом пальца, настоящий, со смещением, мне его вправляли, то есть это была просто драма целая в Аделаиде. Вот. Меня слышал весь город, как я орала, но, не могла представить в голове, как вот я вот сейчас так возьму и на 2 месяца опять сяду дома, и как бы, ну, я бы в депрессию бы впала, потому что я не могла этого даже и представить. И пришлось искать выходы, понимая то, что, наверное, я ничего не наиграю, но хотя бы я буду в этом вариться, не просто сидеть. В то же время можно работать, да, там над другими элементами, а потом, когда как бы палец станет лучше, то можно уже и нормально играть. Но не могу сказать, что это была ошибкой, но мне стоило это моего ментального состояния, потому что все равно, да, вот, очень легко сказать и рассуждать, что ну ладно, сломала палец, но все равно я решила остаться в туре, буду играть вот, матч за матчем. Как будет, так и будет. Фигня все это. Когда ты выходишь на матч, неважно, даже с Ариной, да, ты все равно истеришь, ты все равно как бы выкладываешься на 100% и хочешь выиграть. И неважно, у тебя сломан палец или там, извиняюсь, понос, ты все равно хочешь играть. И включается режим убийцы такой, и еще больнее потом, как бы осознавать, да, там, я помню, когда я отыграла с Ариной, я сидела в раздевалке, и плакала, потому что мне было обидно, что я проиграла на 2 тайбреках, как же всё так близко, 3 сетбола, но там девочки и моя команда как бы крутили у виска и говорили: "Да ты больная, у тебя сломан палец, и ты так сыграла". Я говорю: "Да мне все равно, результат, не такой, как я хотела, неважно, со сломанным пальцем или с чем".
И это, конечно, мне стоило того, что я очень устала раньше времени. Потому что также, когда ты осознаешь, что у тебя нету твоего лучшего удара, ты, а, концентрируешься еще больше. То есть ты на каждый матч идешь как вот на последний. И Мгм. ты знаешь, что у тебя нету права ошибки справа, или ты не можешь, ошибиться на подаче. Ты можешь ошибиться слева, но на других как бы ударах у тебя просто нету права на ошибку. И да, и пришлось как бы, сделать паузу после Индиана Велса, улететь, домой. Как раз, в Индиан Велсе я сняла свой гипс, и я решила то, что мне надо взять, время до грунта, чтобы как-то прийти в себя немного, даже немного отдохнуть и в то же время, начать, готовиться к грунту. И вот как-то вот так Ты все вот говоришь, сложилось. что даже несмотря, что есть травма, сломанный палец, все равно ты вот, включается режим убийцы. Вот я с тобой не соглашусь, потому что он не у всех включается. Согласна, Он не у всех. Я всегда говорила, это либо дано, либо не дано. А привить как-то это с малых лет или со взрослых лет, я считаю, это невозможно. Либо, ну, как говорится, либо ты боец, либо ты как бы тряпка. Это мне все детство как говорили, и я согласна с этим. на каком из турниров, Линц, Мадрид или Рим, вот этот режим, как ты говоришь, убийцы работал, ну, на 100% у тебя? Я бы сказала, после второго матча в Линце. Мгм. С четверти, получается. Вот тогда, когда я уже, видимо, успокоилась, что фух, всё, не квал на Ролан-Гарросе, задачу я выполнила, а, тогда уже подключаются новые какие-то цели. И с каждым матчем, с каждой победой у меня планка становилась все выше и выше. И скажу по-честному, уже после Мадрида, когда я понимала то, что я могу посеяться на Ролан-Гарроса, хотя изначально такой цели не то что не было, даже не было в голове таких мыслей. Я сказала своей команде, что вот если я сейчас в Риме плохо выступлю, я буду очень злой, и я прям расстроюсь. Хотя все опять мне говорили: "Да успокойся, все хорошо, как бы, ты уставшая, да, как бы". Но я сказала вот как бы четко, что если я сейчас не выполню эту задачу, то я себе голову откручу позже. Хорошо, что не открутила. А Нет. вот это твое сейчас состояние, оно ощущается как возвращение Потаповой, либо это новая такая Анастасия Потапова, вот версия 26 года? Я все-таки склоняюсь больше к новой версии, потому что а, мы, кстати, недавно с командой разговаривали по поводу меня, моих результатов и как я вообще себя вижу. И мне задали вопрос вот такой: а как ты когда-то стала 21 в рейтинге? А я говорю: я не знаю. То есть у меня нету ответа на этот вопрос. Я считаю, и я сказала по-честному, что я искренне считаю, что в тот момент, так сложились звезды, и так случилось. Я не могу сказать, что это незаслуженно. Естественно, все в спорте — это заслуженно, но не было четкого осознания, как я это сделала. И даже сейчас, спустя там 3 года или сколько уже прошло, я не могу себе ответить: "Блин, а вот как я тогда вот 21 стояла, да, там, как я это сделала?" Вроде бы ничего такого я не делала, жила, как жила, делала, как всегда все, что делала, ничего не изменилось, нигде я там, жертвы не приносила. И я считаю, что сейчас, если я оцениваю тот как бы результат, что мы сделали уже за 1 месяц всего, я это вижу абсолютно с другой стороны, потому что, а, было
принято решение мной лично, хотя, опять же, все крутили у виска и как бы говорили, что как ты не поедешь играть в Майами снова, да ты там больная, это те же деньги, это те же возможность заработать очки, но внутри я осознавала то, что я не нахожусь сейчас физически, ментально в плане игры на том как бы уровне, чтобы заработать эти деньги и заработать те очки, что мне дадут какого-то прорыва выше. И ни с кем абсолютно не советуясь, было сказано мной как бы четко, что все, стоп, мне надо время, мы летим туда-то, туда-то, готовимся, да, там по теннису тренер, у тебя задача выстроить план там на 2 недели грунта, вот что хочешь, я буду делать все, что вы мне скажете. И сейчас у меня полное ощущение, что этот результат, он пришел не просто так. Действительно была сделана огромная работа, и она делалась, на самом деле, это не то, что сейчас все скажут то, что вот, значит, за 2 недели, если ты хорошо будешь играть и относиться к процессу, то ты встанешь в топ-30. Нет, эта работа, она делалась уже с конца прошлого года, на самом деле. Но просто именно этот отрезок стал таким ударным, чтобы и я поверила в себя, и плюс мы ракетку сменили, были изменены какие-то внешние вещи, что не зависят от спортсмена. И я считаю, что вот все вот это вместе дало такой вот результат, осознанно уже. По моему ощущению, я тебя знаю, чтобы не соврать, мне кажется, лет с 14. То есть ты всегда, а то Мне и кажется, даже меньше еще. помню, что ты с детства, ты человек, который ребенок, который всегда тащит, бегает, физически очень одаренный, терпеливый игрок. У меня ощущение, потому что я прекрасно помню тебя в Австралии в этом году, что эта предсезонка, поправь меня, если я не права, была одной из самых лучших с точки зрения физики, потому что, ну, казалось, что физически это немножко какая-то другая, совершенно даже по телу Анастасия Потапова. Я видела тебя в Мадриде. Ты очень худая, очень худая. Это так. И вот скажи мне, это какая-то тактика была? То есть Нет. так сложились обстоятельства? Ну, просто ты очень сухая сейчас. Намного ты никогда не была крупной, да, спортсменкой, но сейчас просто какая-то дюймовочка. Я помню наш разговор в Дубае, ты говорила, что ты очень быстро теряешь мышечную вот эту массу, и Масло, да. нагрузки были действительно очень большие. Как ты сейчас себя чувствуешь, оцениваешь физически? И оцени, пожалуйста, свою предсезонку и вот именно состояние вот атлета физическое. Хороший вопрос. По поводу худобы я это делаю не специально. Мгм. Я не могу сказать то, что я специально там худею, либо ограничиваю в еде. Абсолютно нет. Естественно, какие-то ограничения есть, да, там, но они для меня минимальные из-за того, что я не набираю вес. Мы пробуем сейчас с командой, чтобы я немножко стала покрупнее. Пока этого не получается. И я думаю, что это все таки генетика, что мне досталось от моей мамы, потому что у меня мама тоже очень высокая, она очень худая, и она ест больше, чем все мы в семье. И это просто факт, и мы пытаемся над этим работать и стараться сделать из того, что есть, лучше. То есть лучшую версию моего тела. Вот. И по поводу физики, я не могу сказать, что я супер накачанная или что у меня много мышц. Я считаю, что у меня по сравнению с многими девочками очень мало мышц. Но опять же, я думаю, что это мне дано генетикой. Я очень выносливая. И когда, допустим, да, я не испытываю проблем играть 3 сета на жаре, 3 часа, а то и больше. Я очень быстро восстанавливаюсь, и это большой как бы плюс. Не могу сказать, что мы как-то безумно над этим работаем, потому что, как
говорит фитнес-тренер, лучшая работа, на выносливость, она проводится на матче, на теннисе. В последнее время я замечаю это еще больше, что когда я играю 3 сета матчей, я их практически уже не замечаю. Для меня это уже как воды попить, и, мне комфортно. Но ты играешь и борешься с достаточно мощными игроками на равных. Мы видим там матч в Мадриде Рыбакина, с Ариной ты уже вспоминала этот матч в Австралии. То есть это игроки противоположные тебе, но от тебя мяч все равно летит. Когда мы разминаемся на каких-то неделях, на турнирах и приглашаем спаррингов, чтобы размяться до матча, я очень я очень часто слышу от них, что, от меня мяч летит сильнее, чем от какой-то девочки, не буду говорить просто имена, Да-да-да. но поверьте мне, что эта девочка, она очень сильно бьет. И очень часто это слышу от них, что от тебя сильнее всех на этом турнире мячик летит, мы вообще не успеваем за тобой, и как так? А, на самом деле это, мне кажется, тоже что-то внутреннее, потому что если мы посмотрим на Андрея Рублева, он же тоже не раскачанный, но при этом очень сильный. И на самом деле, хоть я и кажусь дюймовочкой, но дать я могу примерить лично. Вот, поэтому, а, хоть и нету именно визуального такого эффекта вау, но я не испытываю проблемы, как вот ты сказала, держать темп с той же Ариной или с Леной Рыбакиной, потому что во мне есть эта сила, жилистость, может быть, что мне дает возможность играть по скорости с ними на равных. Может быть, единственная подача я по скорости уступаю, но если мы говорим про заднюю линию, то я чувствую себя довольно удобно и без Так, проблем. мы про теннис поговорили, еще поговорим. Теперь таким официальным, скажем так, историям. Ты совсем недавно стала представлять Австрию, выступать за эту страну. Мне, вот знаешь, что интересно? Я понимаю, что этот процесс занял очень много времени, и у нас большое интервью вышло с Александром Островским, с твоим агентом Соней Аваковой. Он рассказал о том, как этот процесс с его стороны, с агентской, да, проходил, и говорил, как это все сложно, и для чего это нужно было. Мне интересна человеческая история. Вот как вот эти последние секунды проходят для Анастасии Потаповой перед тем, как Настя вот так вот нажимает кнопку публикация? Не могу сказать, что это было легко и просто. Естественно, я очень волновалась. Я не могу сказать, что я боялась хейта, я его ожидала, но, мало кто из людей сейчас, понимает вообще, всю суть, проблемы изнутри, когда у тебя нету возможности путешествовать, когда ты в постоянных ожиданиях виз, когда ты, не знаешь, как тебе составить, свой график, потому что ты не знаешь, сможешь ли ты поехать на Ролан-Гаррос или нет, потому что дадут ли тебе визу или нет. И, конечно, я волновалась, когда об этом объявляла, но в то же время, я, если честно, была рада этому. Мгм. Видела много, всего вокруг, этой новости, от моих болельщиков, кто непосредственно из, России. А, Лагерь, разделился. Я даже не знаю, насколько, но, скорее всего, 70/30, и 70 из тех, кто не поняли. Я надеюсь, что когда-то они поймут. Может быть, когда их дети начнут играть в теннис, и они сами будут с этим сталкиваться, они поймут, что это такое. Вот, но я никого не осуждаю, да, на то мы и публичные люди, и невозможно угодить всем. И, наверное, самую такую
историю, то, что надо сначала угодить для себя, для своей карьеры и будущего, нежели чем для кого-то извне, кого ты даже не знаешь, по сути. Ты всегда с детства прям была таким очень сильным человеком, сильным ребенком, вот по характеру. И там видно было, что если ты принимаешь какое-то решение, да, есть семья, родители, но все-таки это твое. Вот ты так это видишь, ты так это чувствуешь. Ну, по крайней мере, я так, я Да, это абсолютно так. Я так решила, и так и будет. вот со сменой гражданства были какие-то долгие разговоры, я не знаю, с семьей, с Сталином, может быть, с Островским, либо это было все-таки больше твое решение? На самом деле мы это делали действительно очень долго, 4 года, наверное, может быть, даже уже 5 лет. То есть это не то, что получилось делать за год, за 2 или за 3 даже. Это была такая долгая история. И скажу как есть, а, поначалу никто не давал гарантий. Это было все очень размыто. И, наверное, в ближайшие 3 года я даже не знала, насколько это может получиться, потому что нам говорили, это будет 50-50. Мгм. Вот либо одобрят, либо не одобрят, и никаких гарантий нету. Но мы продолжали это делать, собирали какие-то бумажки для всего этого. И на самом деле осознание впервые появилось только в Монреале прошлого года. Это когда мне уже официально наши юристы в Австрии сказали, что мне его одобрили. Мгм. А все, что было до этого, это была подвешенная история, потому что да, ты его делаешь, но тебе сказали, что не факт, что его дадут. И с юристами мы общались раз в 3 месяца, и то только из-за того, что им какая-то бумажка нужна была, и все. Поэтому, я помню, когда у меня Александр спросил, есть ли желание это сделать, да, там, может быть, как-то рассмотреть, податься на гражданство новое. Но сказать, что я об этом думала все это время, абсолютно нет, потому что, а, не было гарантии, не было осознания того, что это может правда случиться. А финансово насколько это поменяло жизнь твою? Мы не говорим о том, что сейчас, чтобы нас просто правильно поняли, что вот ты получила спортивное гражданство, и за это ты получила какой-то там бенефит, какие-то деньги. Мы говорим, ну, очень цинично, и мне, кстати, нравится позиция Александра, потому что, опять-таки, он очень четко объясняет, почему это работает для профессионального атлета, потому что, ну, давай так, продать Анастасию Потапову, представительницу Австрии, намного Проще, чем, да. представительницу России, естественно. По поводу финансового, да, а, конечно, это облегчило, в этом плане, потому что рынок в Австрии, он, больше заинтересован, в теннисистках, нежели чем рынок в России. Мгм. И, к сожалению, опять же, повторюсь, с данными проблемами в нашем мире и в стране, никому девочка из России будет практически неинтересна. И, как мы знаем, если только, я не знаю, ты не выиграешь все шлема, не будешь номер один, и то будет все не так легко. И, конечно, это облегчило жизнь в плане и контрактов, в плане продвижения, в плане каких-то рекламных агентств, потому что сейчас имеется спрос, имеется возможности, и я считаю, что это здорово. Ну вот, про контракты мы поговорим, про критику хочу вернуться. Есть цитата, она меня очень, взбудоражила в один момент. Что она выиграла для России? Скатертью и дорожка. Это Евгений Кафельников говорит о тебе после смены гражданства спортивного. У меня сразу вопрос возник. Что ты такого сделала Евгения Кафельникову, который настолько лично это воспринял, что и скатертью дорожка, и еще и ты ничего не выиграла для России? То есть, видимо, ну, титулы в одиночном разряде, они как-то нивелируются, да? Они улетучились, и что я видела эти отрезки, мне скидывали это друзья мои. Честно скажу, обидно, что настолько уважаемый спортсмен для меня, а,
может настолько грубо, я бы сказала, высказываться игроков, которые также и играли под флагом России. И очень быстро все забылось, что всю свою юниорскую а, карьеру, скажем так, я отыграла абсолютно в каждый матч за сборную России. Я никогда в жизни не отказывалась играть за сборную, будучи это в 10 лет, в 12 лет. А, Мы с нашей командой в то время выиграли абсолютно все, что можно было выиграть, и не один раз. И лично мне обидно, что позволяют такие высокие люди так высказываться. Поэтому да, обидно, скрывать я не буду, но я все равно хочу пожелать Евгению всего самого лучшего и надеюсь, что когда-то он сможет найти свое счастье. Я играю в теннис, уж точно не доказывать Евгению, насколько я сильная и насколько я крутая. Если кто-то так считает, то имеет на это право. Это их мнение. Я уважаю мнение абсолютно всех, но я бы посоветовала бы все-таки заниматься больше своими делами, нежели чем обсуждать, особенно тех, кто уже не имеет никакого отношения к роду деятельности самого Евгения. Мне кажется, что если бы ты не была красивой молодой блондинкой, хорошо играющей бы в теннис, Евгений Кафельников такое бы не сказал. Я вот Может быть, его это триггерит. Об этом мы никогда не не узнаем. А узнаем. может быть, узнаем в следующем выпуске. Да, ну, вот когда Посмотрим. я вижу в этом, в его словах, мизогинию, абсолютно нескрываемую, вот такую прямолинейную мизогинию. Если бы ты была мускулиным мужчиной, который точно так же играл бы в теннис и сделал бы абсолютно то же самое бы, мне кажется, вопросов к тебе бы не было бы. Было бы меньше. Да. Но что мы можем сделать? Мы можем улыбнуться и желать добра, любви и счастья. Это все, что я могу. Про лучшую жизнь. Контракт Уилсон 360. Вот, Да. да, у нас был в эфире прям разбор этих кейсов. Это прям, ну, мне кажется, для спортивного маркетинга очень интересная история, когда бренд предлагает спортсмену полностью экипировку, ракетки, то есть ты полностью являешься вот олицетворением как раз Уилсона. Чувствуешь ли ты, что маркетинговая твоя вот стоимость как спортсменки, как теннисистки, вот в этом году с подписанием этого контракта и, ну, с тем, какими фотосессиями, вообще с каким креативом Уилсон подходит к рекламным кампаниям, вот она прям выросла. У меня никогда в жизни не было дневных охватов, просто, ну, так скажем, миллионных, и их много миллионов. И у меня такого никогда не было. Появился большой спрос на меня как на личность, как на теннисистку, как просто как на девочку тоже. И это классно. Я вижу эти ролики, я также вижу, меня отвечают много в рилсах, много комментируют также от Вилсона те рилсы, что они делают. Да, там банально откуда платье там на Насте, все, а что за название этого платья? Я это все вижу, я считаю это здорово, и в целом политика Вилсона, как они сейчас вкладываются в свой бренд, как они стараются выстроить структуру в соцсетях. Мне это очень, очень импонирует, нравится, и я с радостью их и поддерживаю в каких-то идеях. А что тебе вот ближе? Есть абсолютно такие иконик перформансы уже. Наоми Осаки, да, которая просто... Я помню, в Австралии, когда мы увидели, это было что-то невероятное, ее выход на корт. Есть такой более люксовый вариант Арины Соболенко и их коллаб с Гуччи. Это вообще, мне кажется, другое направление. Вот что ближе
Насте Потаповой, потому что, ну, для меня, как человек, который очень любит теннис, я прям радуюсь, когда я вижу, что наконец-то девчонок в хорошем смысле начинают использовать теннисисток, да, в коммерческих только целях. Мы теперь Да. видим не только теннисистов с торсом, но еще и девочек, которые действительно красивые, которые разбираются в этом, которые там живут в этом. То есть абсолютно органика Арины и вот эта история, потому что видно, что она в этом прям купается, разбирается, и ей это хорошо. Видно Наоми, которая не просто надевает то, что ей дает, а она в этом тоже полноценно. Она вовлечена в процесс полностью, да, и причем постоянно. Вот во что мы будем включены, Настя Потапова? Скажи мне, пожалуйста. Не, ну, в идеале, конечно, бы хотелось сказать тяжелый люкс. Да. Это в идеале, но на самом деле трудно сказать и выбрать. Я считаю, что и та история, и вторая история очень классная по-своему, очень заманчиво. Наверное, все-таки, чтобы быть как Арина и рекламировать то, что рекламирует Арина, надо стать примерно как Арина. Мгм. Вот. И, наверное, это самое тяжелое в целом-то, конечно. Вот. Но с историей с Наоми я думаю, что в целом это можно делать вне зависимости, выиграла ты шлем или не выиграла, потому что это уже больше твоя личная история, это больше уже договоренности с твоим брендом, в котором ты выходишь. И это можно делать и не только Наоми, а я считаю, что это может делать любая девочка из тура. Вот. И, кстати, возвращаясь к Вилсону, они очень интересно подходят к своей работе, к работе с атлетами, и мне кажется, в особенности с девочками, конечно же, потому что это первый раз, когда мы общаемся с брендом, и бренд спрашивает мои предпочтения. Понятно. Да, то есть, и они, ну, буквально, к сожалению, из-за того, что подписан был контракт с ними только в начале этого года, и у них уже коллекция была сделана до Уимблдона. Мгм. И сильного голоса у меня сейчас не особо было, потому что уже они сделали ее заранее, и уже играй в целом что есть. Но уже сейчас мы начинаем потихоньку разрабатывать коллекцию для US Open, для Азии, и они слушают, они слышат, они спрашивают и предпочтения в цветах, в том же в стиле. Также для них важно осознавать внутренне, как ощущает себя девочка, потому что, насколько я знаю, они очень хотят вернуть в теннис такие секси-образы. Мгм. То есть, да, вот это вот то, что я играла в Линце, в топике, да, то есть, ну, надо им тоже осознавать, не любая девочка на это Да. пойдет. И они это спрашивают, они продавливают это, и в целом мы здесь с ними сходим, потому что в целом я не против таких образов, особенно если позволяет данные одевать кроп-топы и юбки короткие. Я считаю, это очень здорово, очень привлекательно, и когда я вижу, да, там девочек, которые играют в более открытых нарядах именно в теннис, а, мне это очень нравится, особенно если у них для этого есть все внешние данные. Я считаю, это надо делать, и, может быть, это будет и привлекать больше спонсоров в наш тур, и да. То есть вот эти кроп-топы, известнейшие уже в социальных сетях, Да. это ваше совместное решение было? Это не серия, ты такая: "Ай, дай-ка я сыграю". Вот так. Не, на самом деле это было не совместное решение. Но они у меня в Австралии спросили, будет ли мне когда-то
комфортно выступать там в каких-то коротких топах, либо с юбками с разрезами с большими. Мгм. На что я сказала то, что я вижу себя в этом и считаю ничего страшного в этом. Мне такой подходит. И на Индиан Велсе мне дали вот этот костюм. И проблем с моей стороны никаких не было. Опять же, Тоже, я тебе так видела, скажу. но я видела все равно хейт, что вот, да скоро вообще в лифчике выйдет. Да, выйду. Да, Да, выйду. Выйду. А вы выйдете? Вы вы нет, а сможете? ты да. Вы в себе уверены, чтобы выйти в лифчике? Нет? Ну тогда сидите. Я выйду. No Молодец, problem. молодец. Скажи, пожалуйста, это самый большой контракт, который у тебя был? Вот сейчас вот это Wilson 360? Я бы, наверное, сказала бы, что да. Я Мгм. не могу у Я тебя не меня был прошу сумму довольно да, называть. я понимаю, но это такой двойной вопрос. Наверное, по фикс-выплатам это самый большой контракт, но так как я была 10 лет на контракте с Nike, а это тоже не самая плохая фирма, у меня тоже был хороший контракт, особенно когда я играла по юниорам. Мгм. И по юниорам у меня был очень хороший с ними контракт, то есть прям очень хороший. Потом, конечно, наверное, последний контракт, он был поменьше, но если мы судим опять по бонусам, и если выполнить все бонусы, что там прописаны, и те же победы на шлемах и пятое и десятое, то, конечно, Nike это, наверное, они могут в плане бонусов дать самый большой контракт. Мгм. Но если мы говорим про какие-то фикс-выплаты, то Wilson, да, это самый большой контракт. Давай про команду. Я пыталась найти информацию про людей, с которыми ты работаешь. Мы с тобой практически на каждом турнире обсуждаем команду. И я помню, даже, по-моему, начиная с US Open, по-моему, это было прошлого года, хотя могу наврать. Ты мне говорил, что это главная сейчас твоя головная боль, что ты уже отказываешься работать с Да, это был US Open. просто так, чтобы был человек в команде, он именовался тренером, нет. То есть мы от этого уже все Но устали. я видела, кстати, недавно нарезку в "Телеграме" где-то, где Телехметьева Оксана, привет ей, Да, прокомментировала мои тогдашние слова. фразы, да, вот эту фразу, что лучше одной, чем с кем попало ради галочки. Я согласна, я не отхожу от своих слов, это так оно и есть. Поэтому, Оксана, жди своего момента, появится человек, просто жди, не трать себя на непонятно на кого. Вот как твой момент он наступил? Скажи мне, пожалуйста. Он наступил случайно, когда ты не ждешь. В общем, да, в том году я после Цинциннати буквально осталась абсолютно без команды. У меня был только Талон как бы в моей команде, который пытался как-то помочь. Его команда пыталась мне помочь, но лично моей команды не было. Мгм. И мне также помогает его физио слэш фитнес-тренер, Мгм. это Себастьян. Вот. И он как бы сейчас работает с нами двумя. Помогает тоже мне, очень сильно вовлечен полностью в процесс, приходит на все матчи, то есть, ну, он работает с нами двумя сейчас. Вот. И получилось так, что по-моему, в том году, когда, Себастьян летел, из Шанхая к себе домой, он летел, с американским тренером, который хорошо знает, и они разговорились, и как-то зашла речь про меня, и ему напомнили, что вот есть такой специалист, он работал с Амандой Анисимовой, с Мэдисон Кис, Анли, хороший тренер, хороший мужчина в целом и может подойти.
И Себастьян тогда взял его контакты, сам написал на самом деле. Хеннер его зовут, ему стало интересно, потом мы списались с ним вдвоем и решили делать вместе предсезонку. И вот так это получилось, абсолютно случайно, в самолете как-то зашла речь, и да, то есть в Дубае уже я была с моим уже с тренером, с теннисным. Вот, это Хеннер Нейлс. Он сам родом из Германии, но уже 25 лет, если я не ошибаюсь, живет в Америке. Поэтому он наполовину, мы его считаем американцем уже, и по менталитету тоже на самом деле. Вот. Также у меня есть спарринг, который неизменим уже последние 6-7 лет. Это Мартин Бласко, он живет в Словакии. Я не всегда его беру, в основном мы с ним готовимся к сериям, к турнирам. Он немножко в такой в тени находится, вот. Но да, я уже долго с ним работаю, уже вот, наверное, да, с 18 лет. И в целом на этом моя команда. Ну, еще есть Александр Островский, который тоже неизменим, но именно если мы про теннис, Теннис. про корт говорим, да, то все, на этом команда заканчивается. Что, Немного людей, но они хорошие. что твой тренер в тебе поменял с теннисной точки зрения? И над чем вы конкретно работаете? Вообще нужно что-то менять в тебе? Либо, извините, все и так хорошо. Нет, абсолютно нужно. И на самом деле поначалу, когда мы только начали с ним работать, он хотел изменить во мне абсолютно все. То М, есть от А до Я. И мы даже попробовали, я попробовала делать то, что он хотел. Наверное, из самых больших таких изменений он голосовал за то, чтобы изменить мне хватку справа. Слушай, это Да, кардинальная история. да, то есть я сейчас говорю не про какие-то даже мелкие Да. изменения, а прям были большие изменения. И мы даже это и пытались сделать. Я даже играла новой хваткой в Брисбене уже. Мгм. Я даже еще в Австралии играла новой хваткой. Мгм. Но все равно что-то внутри мне подсказало, что это мне не надо, Мгм. что мне это не подходит, мне некомфортно, у меня слишком много ошибок. То есть, ну, опять же, смотря назад, тайминг был отвратительный из-за того, что я еще сломала палец. То есть у меня вообще комбо: смена гражданства, смена бренда, смена ракетки, смена хватки, сломанный палец. Класс, Настя. То есть вот так вот я начала сезон 2026. Да. Класс! И как бы, и, наверное, тоже из-за этого я ментально выгорела намного раньше, чем должна была, и приняла решение не лететь в Майами и лететь домой, там, отдыхать и восстанавливаться. Но а, сейчас я, наверное, осознаю то, что все-таки две самые большие ошибки было в начале сезона — это смена хватки и смена ракетки. Это Мгм. были прям тотальные ошибки. Хватка, может быть, влияла не так сильно, но ракетка, я считаю, что это прям грубая ошибка, которая непростительная была. А чем ты сейчас играешь тогда? Ты вернулась? Я сейчас играю питоном. У Так. этой ракетки пока нету названия. На все вопросы Вилсон отвечает, что это питон. Из-за того, что я играла раньше ультрой, потом я Мгм. попробовала блейд. А вот блейд — это тотальная ошибка. И сейчас я вижу, что многие игроки, кто раньше играли блейдом, уходят как раз-таки на эту ракетку. Мгм. Ракетка действительно классная. Я не призываю никого сейчас срочно менять на эту ракетку. Естественно, каждому свое, но я думаю, и в целом у нас есть люди, кто делает мне ракетку под меня, Да. и мало того, что ее делает сам Вилсон под меня, еще мы приглашаем людей, чтобы полностью
протестировать новые вещи на ракетке. А вот можно, смотри, вот подробнее, вот для таких не профи, как я. То есть Мгм. вот у тебя есть ракетка, ты тренируешься, и ты просто чувствуешь, ну вот что-то не так, баланс больше в голову, чем в ручку, нужно куда-то его... Мгм. И дальше ты просто описываешь свои ощущения, или вот как это процесс, как вот ТЗ вот этому мастеру ракеток. Ты расскажи. Соня, это такой процесс, это вот лучше один раз увидеть, чем 100 раз объяснить, потому что это не передать словами. Ну, к примеру, как выглядит день, да? Да, Мы знаем, что будет этот мужчина, он летит да. со своей там техникой. Техника — это такое ощущение, что, я не знаю, летит лыжная команда. Карго летает только. Вот, Так, мы бронируем корт на часов 5. окей. Да, то есть это занимает реально столько времени. И, приносим 3-4 там свои ракетки, новые ракетки. Мгм. Единственное, что меняться может — это баланс и сам вес ракетки, Ага. куда больше уходит сам вес. И я сейчас расскажу историю, насколько это всё интересно на самом деле и странно в одно и то же время. Когда мы были в Испании, мы делали это вместе с Таланом. И для меня я это делала, в принципе, в первый раз, и для меня все было вау! То есть я в шоке была, что, боже, почему я это раньше этого не делала? И как на самом деле, действительно, вот когда вот, я не знаю, ты видела этот ролик, когда Бочелли подходит к Синеру сейчас в Риме и говорит: "Как же ты сильно бьешь?" А Синер говорит: "Это не я, это ракетка". Верьте, это правда. Я вот верю, потому что когда мы наконец-то сделали ракетку как мне надо, я клянусь, моя жизнь там на корте облегчилась на 70%. То есть это Обалдеть. абсолютно другие затраты силы, это другое ощущение мяча, это другое ощущение корта, длины всего. То есть это я как заново научилась играть в теннис. И вот история про Тауна, он уже давно с ним работает, он вообще его знает там чуть ли не с 10 лет. И, они постоянно меняют его ракетки, потому что я не настолько заморочена во всех вот этих вещах, но Талон замороченный, он чувствует каждый грамм. Я, конечно, не настолько могу это осознавать. И, они решают, этим мужчиной. Я просто не хочу называть его имя, потому что сейчас все к нему Побегут, будут идти. понятно. А у него Да. и так, да, а у него и так клиентов уже вот, и он уже просто это кошмар. Вот, и они решают попробовать чуть-чуть что-то новое, потому что сейчас грунт, чтобы чуть повыше скачал мячик как бы, и меняет 1 грамм в его ракете. 1 грамм, Сонь, Мгм. 1 грамм. Мгм. 1 грамм, что это? И Талон берет эту ракетку, и 3 мяча, что он бьет, летят ровно в забор. Хотя он делает все абсолютно то же, что и делал своей ракеткой. Мгм. И я на это смотрю, и он такой: "Нет", типа. Я говорю: 1 грамм настолько?" А потом, когда мы начали делать это с моей ракеткой, я осознала, что даже, пёрышко на ней может изменить, ощущение удара мяча. То есть это настолько, это прям наука. И это очень интересно. Это трудно, потому что, ну, это механика. Если я не ошибаюсь, он раньше то ли самолеты делал, то есть он, да, то есть он прям биомеханик такой, который, ну, это действительно своя наука, это другой мир. Но это Ребят, очень интересно. какой у вас сумасшедший вид спорта. Вот Сумасшедшая, я просто. согласна. С тобой сложно работать? Как тебе кажется? Раньше было, да. Сейчас легче? Сейчас я уверена, что легче, потому что за последний год, опять же, я научилась слушать других людей и давать им шанс высказывать свое мнение. И в то же время, если я понимаю то, что а, он разбирается в том, что он мне сейчас говорит, давать шанс
это сделать. Мгм. То есть сейчас на самом деле у нас работа строится. Я никогда не буду из тех спортсменов, кто будет с закрытыми глазами делать все, что им говорят. Я все равно вставлю свои 5 копеек и ко всему буду относиться больше со своей стороны, чтобы понимать, что мне это правда надо или мне это не надо. То есть у меня всегда будет в работе свое мнение. Но сейчас мы пришли к тому, что тренер, да, там команда мне говорит, но мне никто не заставляет. Это больше диалог. То Мгм. есть мы друг с другом советуемся. То есть это никогда не происходит как вот я не могу представить, чтобы мы пришли на разминку, на тренировку, и мне вот сказали, что а, вот сегодня мы делаем 2 часа, вот это упражнение, это и это. А, Они знают, что со мной это не работает, что у меня лучше спросить так: а, ты бы хотела бы сделать это, потому что я считаю, что тебе надо сделать это. Мгм. И дают мне факты, что из-за того, что вот в прошлом матче ты эти удары ошиблась, давай мы их подделаем. А вот просто мне прийти, там, извиняюсь, нассать в уши и сказать, что это тебе надо, без каких-то фактов и доказательств, я это не принимаю. То есть мне надо советоваться и обсуждать. Но условно, допустим, решение там поменять хватку ракетки справа неудачное, да, как ты сама сказала, оно не подкосило авторитет, и это окей, потому что это было как предложение тебе высказано. Это это был момент, оно подкосило авторитет, я скажу честно. Но я очень рада, что у меня в команде имеются другие люди, кто очень, как бы рационален и очень, как сейчас модно говорить, прокачан в себе. И лично для меня сразу это было все, наверное, надо расходиться, как это так можно было все испортить сразу. А с другой стороны, когда через разговоры с другими людьми из команды мы пришли к тому, что, во-первых, ошибаются Мгм. все, что нельзя рубить с плеча сразу, что можно дать второй шанс, но и также это была моя вина, потому что все-таки я спортсмен, я же позволила этому случиться. Меня же никто не заставлял, мне не поставили к стене и не сказали, вот либо ты меняешь хватку, либо мы тебя сейчас расстреливаем. То есть мне сказали, хочешь попробовать? Я такая, ну да, наверное, классно. Это была моя ошибка и тоже. Поэтому через осознание того, что вина не только на тренере, она и на мне тоже, я пришла к тому, мы пришли к тому, что ничего страшного не произошло, ошибаются все. Единственное, я не очень хотела менять ракетку. Тут уже можно сказать, что меня заставили, но опять же, надо позволить это сделать, да, заставить себя. Меня заставили, но за это как бы тренер извинился сразу же, он признал свою ошибку, он сказал, извини, это моя полностью ошибка, я переживаю из-за этого. И для меня это намного важнее и ценнее, чем что-либо, да, то есть если как бы кто-то может признать свою ошибку и сказать, что олошарился, я считаю, это сильный ход такой, это сильный дух, Ну, особенно в нашем с спорте. тобой разговаривать нужно, я поняла, нужен подход. Да, со мной надо разговаривать. Сразу мне что-то сказать, это не получится. Когда ты выгоняешь из бокса, что нужно делать? Просто Ой, не я ждать? выиграла 1 раз. Это случилось 1 раз. Саш, выйди, пожалуйста. Ничего Это было личного. очень мило. Это, Я простите меня, знаю, ну блин, ну это было очень я мило. знаю, да мы ржали, и никто не ну то есть Понятно. мы не ругались, никто не обиделся. После матча мы там обнялись, поцеловались, были рады, довольны. Но я сейчас объясню, почему я это вообще сделала. Значит, приезжаем мы в Брисбен, играю матч, все хорошо. А,
как бы обыгрываю Дашу Касаткину в очень хорошем матче. Вроде чувствую себя в хорошей форме, и тут приезжает Саша в Аделаиду. И я ломаю палец на втором же гейме. Проигрываю, естественно, матч, проигрываю спустя сутки по лакеру я зашла. Едем в Мельбурн, я лечу как фанера над Парижем, первый сет, второй тоже. И я не знаю почему, но что-то внутри мне подсказало: Саша мне приносит сейчас несчастье. Надо ему пойти отдохнуть. Пускай пойдет поужинает куда-нибудь. И ничего, я просто вот в моменте проигрываю розыгрыш, просто говорю: Саш, можно просто попросить тебя выйти? Я тебе потом все объясню, но, пожалуйста, просто покинь сейчас этот матч. И он покинул матч. Ну, это было смешно, никто не обиделся, никто там обиду не затаил. Он начал писать всем нашим друзьям: меня выгнали первый раз с матча. Мне кажется, он даже гордился этим в какой-то Да, момент. Он выложил всё. очень он очень гордо про это рассказывал. Вот меня выгнали с матча. Ну, это был я его не выгоняла, а просто попросила выйти. И Матч ты я на самом выиграла? деле очень волновалась. Выиграла, Сонь летела 6-2, пять Я один, знаю. выиграла матч. Матч ты Конечно, выиграла, всё, это важнее всего. факт. Но я помню, у меня уже были мысли, эта мысль, она же зреет, это ж Да. ты не сразу вот так, то есть она сначала тебе в голову приходит, потом она начинает зреть, а потом что-то такое случается, ты проигрываешь какой-то либо гейм, либо обидный розыгрыш, происходит такой, как вот триггер, и ты выплескиваешь. Но я очень волновалась это сказать просто из-за того, что, во-первых, ничего не происходит, да, ну, блин, я лечу 6-2, 5-1, ну уж явно не Саша в этом виноват. Но я очень боялась, но и искала эти слова, как бы мне сейчас сказать так, чтобы он понял, что это вот абсолютно сейчас не про то, что там я хочу, чтобы он просто ушел, что он не мешает, а про то, что почему-то мне кажется, что если сейчас он уйдет, то как-то вот, ну, вдруг как бы просто попробовать. Так и И, получилось. ну да, но он понял, он сразу понял, но я думаю, это тоже из-за того, что мы уже очень близкие люди, что он знает, что я никогда в жизни не позволю ни на кого в негативе такое сказать или сделать. Я те писала после Мадрида, думаю, могу и при записи это повторить, но после того, как Талан тебя поддерживал в боксе, на матчах, боже, ну вот, мы с женсоветом, честно, прям Одобрено. вдохновили. Одобрено очень. Нам очень понравилось. Я могу сказать, что это такая редкость, мне кажется, когда мужчина настолько четко подбирает слова, знаешь, и как бы и нежно, и с другой стороны достаточно направленно, точно, с посылом, короче, без соплей. Ну и жестко в одной, Да, да, как бы прямо по факту и с любовью еще к да, тому да, же. да, да, да. Да, я согласна, у него есть в этом талант, он умеет хорошо находить слова в моменте. И да, то есть я даже не знаю, что сказать. А вот у меня есть вопрос. У меня как раз Ага. есть вопрос. Я помню, что пару лет назад мы с Катей Бычковой говорили о том, что когда у Светолиной начинались отношения с Манфисом, Катя, она очень такую точную формулировку подобрала. Она говорит: слушай, ну она вот прибавит, Элина, 100%, потому что достаточно нескольких тренировок, ну вот с про-игроком, и ты просто выходишь на другой уровень. Вот вы с Талланом вообще играете в теннис? И, Играем не часто, а но вот играем. можешь мне, подсказать, все таки ну, мужской тур — это как бы другой даже вид спорта, мужской теннис. Насколько его присутствие и его взгляд на твою карьеру тебе помогает? Я сейчас не говорю там про человеческие, любовные или там партнерские вот эти Да, отношения, да. а вот прям цинично, как очень хороший теннисист, он тебе, может ли он тебя тоже отчасти вот на другой уровень, вывести? Я думаю, что да. И в этом есть и его заслуга большая в результате, что произошел сейчас в моей как бы в карьере. Но я опять же тут считаю, тут, наверное, вопрос не в том, что он и сам хороший теннисист, и что он сам играет на высоком уровне, потому что насколько
да, там всем известно, не всем дано быть как бы наставником. То Мгм. есть ты можешь быть номер один и выиграть все шлема, но не факт, что как тренер ты будешь хорош. Но у Талана безумно высокое теннисное IQ. У него, в принципе, высокое IQ, не будем занижать, но в теннисе он безумно видит теннис, он видит тактику сразу, то есть он обожает теннис, это, во-первых, он смотрит теннис постоянно, он идет на всех экранах дома, то есть теннис 3 телевизора, значит, на 3 будет идти еще на 2 айпадах, то есть смотрятся абсолютно все матчи. Также он сказал, что до меня он никогда в жизни не смотрел женские матчи. Сейчас он даже интересуется женскими матчами и сам смотрит. И в целом, ну, он помогает очень сильно в плане вот даже той же тактики и в принятии решений на корте. Мгм. То есть да, там очень часто мы, как девочки, выбираем неправильные удары не в правильный момент. У мальчиков это меньше, и он сильно меня этому учит еще. И в целом, ну, если честно, когда мы с ним играем, вот последний раз мы играли где? В Марбеле, наверное, это выглядит так, у него настолько сильный и тяжелый именно удар, что я стою 2 метра от задней линии, я как собачка бегаю за каждым ударом, просто у меня уже язык на плечо, я не могу уже просто дышать, ему как бы хоть бы хны, и это понятно. Но, как мне говорит Талан, ему тоже комфортно именно разминаться с девочками, потому что у мальчиков такого нету. Мы играем одинаково, у нас хороший ритм всегда. У мальчиков нет такого. И для него тоже иногда комфортно, если он просто хочет хорошего спарринга, то со мной нормально встать и постучать просто из-за того, что ему будет постоянно лететь один и тот же удар. И он уже сам как бы может делать с ним все, что хочет. Но в последний раз я думала, я умру, когда мы с ним играли, потому что еще темп всегда хороший, и, естественно, мы сразу начинаем и соревноваться, кто там ошибется первый. И, в общем, это интересно, здорово, и я считаю то, что его помощь присутствует намного больше, чем может это даже кажется. Твои результаты в Линце, Мадриде и Риме — это, можно сказать, что ответ хейтерам и хейту, который все-таки был у тебя в этом 26-25 году? Я считаю, что да, 100%, потому что я всегда как бы и думала, то, что нету лучшего ответа, чем твои результаты и твои победы. То есть я не собираюсь как-то отвечать людям вербально, я не собираюсь вступать в перепалки и доказывать на словах, кто круче, кто сильнее. Для меня ответы всегда на теннисном корте. И да, я считаю то, что многие, наверное, замолчали сейчас, многие сейчас немного прифигели даже, но меня это радует. Продолжай, пожалуйста, и на Ролан-Гарос отвечать, ладно? Результатами я тебе желаю Я буду удачи. очень стараться. Я немного нервничаю, не буду скрывать, потому что, наверное, первый раз я приезжаю на шлем, осознавая, что я могу сыграть хорошо, и Мгм. я не снимаю с себя ответственности. Наверное, если бы я была бы слабым э, человеком в голове, я бы сказала: ой, да будет как будет. Нет, я хочу максимально хорошего результата. Я не могу сказать, что прям ожидаю от себя этого, но программирую себя на то, что я здесь не для того, чтобы пройти один круг или проиграть в первом круге. Я здесь, чтобы бороться за самый большой приз. И если это не получится уже, значит, это мои проблемы, и я где-то что-то сделала не так. Но я ставлю для себя сейчас самые высокие как бы цели и буду стараться, чтобы их добиться, делать все возможное. Потому что ты чувствуешь, что ты можешь.
Я, если честно, я первый раз, вот я читаю новости в Твиттере, да, там люди сейчас делают какие-то прогнозы, какие-то аналитики, да, там кто может там выиграть Ролан Гарос, и пишут там 10 фамилий условно, и я первый раз вижу свою фамилию, и это очень часто, и я такая, боже, люди, подождите, стойте, я тут недавно была на грани квала Ролан Гароса, и я считаю, что это и здорово, и почему я люблю так теннис, это из-за того, что буквально за 3 недели, за 3 турнира может все настолько сильно измениться, что ты приезжаешь на одну из главных недель в году у нас в спорте, а, да, там ты начинаешь с того, чтобы, дай бог, в основу зайти, чтобы не квал играть, а по итогу приезжаешь, и люди даже тебя считают, да, там, ну, я даже не могу себя назвать сейчас так фаворитом. Фаворит на что? Нет, я не хочу так даже говорить, но люди считают то, что я могу пройти достаточно далеко. И для меня это в новинку впервые, и мне это приятно, и это тоже добавляет каких-то своих своего голода такого, что, черт, если люди так думают, то почему я не могу так же думать? И очень хочется доказать, что я могу. Настя, спасибо тебе. Ты знаешь, как я к тебе нежно отношусь, не по-журналистски, если честно. Знаю. У меня, к сожалению или к счастью, нет совершенно никаких ни оружия, ничего из-за этого отношения такого очень нежного. Поэтому вот не стесняясь этого, говорю, что буду с удовольствием следить с тобой на Ролан Гарос. Спасибо тебе. Спасибо.